Привет, друзья! Сегодня мы будем плести ожерелье гердан в этническом стиле без станка. Для работы понадобится только бисер, специальная бисерная игла и нитки. В первой части видео я покажу принцип плетения всех элементов гердана. Во второй части я соединю эти элементы между собой с помощью бисерных нитей, а также сделаю бисерную бахрому, окантовку внизу центрального кулона. Схему для этого гердана я взяла на сайте Pinterest. Ее автор публикует множество бисерных схем, ссылку на которые я оставлю внизу под этим видео. Для плетения по этой схеме я использовала чешский бисер 10 размера, 4 цветов. Это желтый матовый, оранжевый натуральный, зеленый натуральный и черный натуральный. Нитки я брала специальные для бисера Лантан 110. Для того, чтобы получился гердан, нужно сплести 2 маленьких поясочка и 1 центральный кулон. Плетение начинаю от самой широкой части и плету вверх, пока не получится вот этот прямоугольник. Точно так же в большом кулоне. Сначала начинаю отсюда плести и плету вверх. Должен получиться вот этот вот центральный квадратик. Затем по отдельности доплетаю треугольник снизу и сверху. Точно так же в маленьком кулоне. Когда уже сплетено основное полотно, доплетаю нижний треугольник и верхний треугольник. Также отдельно нужно будет сплести верхнюю часть гердана, состоящую из 2 маленьких кулонов и тонкого поясочка, который надевается на шею. К этим 2 элементам крепится нижняя часть гердана. Принцип плетения здесь тот же самый. Начинаем плести с самой широкой части. Когда готов вот этот квадратик, доплетаем уголок снизу. Затем, не обрывая нить, плетем вверх с переходом на тонкую ленту. И дальше, когда у нас полностью сплетены 2 вот этих маленьких кулона и поясок, то мы соединяем этот поясок и маленький кулон между собой с помощью потайного шва. Как это сделать, я покажу чуть позже. А сейчас приступаем к плетению средней и нижней части гердана. Я набрала на иглу первую бисерину первого ряда. Провожу ее к концу нити. Оставляю небольшой кончик нити. Теперь прохожу через эту бисерину 2 раза, для того, чтобы закрепить конец, чтобы бисер не съезжал вниз. И теперь на эту нить нужно набрать весь первый ряд. Итак, я набрала первый ряд и теперь набираю первую бисерину второго ряда. Завожу иглу через последнюю бисерину предыдущего ряда снизу вверх и провожу через эту бисерину нить. Подтягиваю и завожу иголку через ту бисерину, которую только что набрала. Снова подтягиваю, набираю на иглу следующую бисерину. Это будет вторая бисерина второго ряда. Она у меня зеленая. Теперь внимание, провожу иголку снизу вверх через вторую бисерину предыдущего ряда. Подтягиваю. И снова прохожу иголкой сверху вниз через ту бисерину, которую только что набрала. Подтягиваю. Дальше у меня по схеме идет 2 черных бисерины. Набираю первую. Завожу иголку снизу вверх через предыдущую бисерину, точнее через противоположную бисерину предыдущего ряда. И провожу иголку сверху вниз через ту бисерину, которую только что набрала. То же самое делаю до конца ряда с каждой бисериной. Итак, сейчас у меня по схеме идет черная. Набираю на иголку, завожу иглу снизу вверх, выхожу сверху вниз. Обратите внимание, это очень важный момент. Заходить в бисерину нужно снизу вверх, в бисерину предыдущего ряда. Выходить нужно сверху вниз через бисерину текущего ряда, которую мы только что набрали. Очень важно во время плетения заходить именно в противоположную бисерину. То есть вот сейчас у меня оранжевая, но я должна зайти в противоположную черную, вот сюда. Вот.
Вот так правильно. Если я зайду вот сюда, то есть пропущу черную и зайду в следующую оранжевую, то рисунок собьется и придется все расплетать и плести заново. Поэтому нужно быть очень внимательной. Во время плетения часто бывает, что бисерины в первом ряду уезжают вниз. Это очень легко исправить. Я просто беру все бисерины и вот так вот их подтягиваю кверху. Итак, я доплела до конца второй ряд, и теперь внимание, нужно пройти иголкой сначала через все бисерины первого ряда и затем через все бисерины второго ряда. И вот теперь обратите внимание, насколько выровнялись первые два ряда. И теперь смотрите, есть один нюанс. Когда мы начинали плетение, нитка рабочая была сверху, теперь она оказалась снизу. Чтобы продолжить плетение, нужно перевернуть, чтобы ниточка оказалась сверху. Итак, набираем первую бисерину третьего ряда и продолжаем плести по тому же принципу. Захожу в противоположную бисерину предыдущего ряда снизу, выхожу через ту бисерину, которую только что набрала, сверху. И последняя бисерина третьего ряда. Итак, я доплела третий ряд, теперь нужно все ряды выровнять. Для этого я прохожу ниткой через второй и третий ряд. Обратите внимание, рабочая нить снова оказалась снизу. Нам ее нужно развернуть так, чтобы она была сверху. И теперь можно продолжать плетение. Покажу еще пару раз, а дальше вы продолжите плетение сами. Принцип один и тот же. Набираю следующую бисерину, захожу в противоположную предыдущего ряда снизу вверх, выхожу из текущей бисерины сверху вниз. Когда у меня заканчивается нить, я к ней привязываю новый отрезок нитки на пару узелков. Потом в процессе плетения этой нити совсем не будет заметно. Дальше продолжаем плетение самостоятельно, пока не получится основная часть полотна. Итак, я доплела прямоугольник, теперь будем формировать вот эти два треугольничка на конце. Я только что вышла из последней бисеринки последнего ряда, и теперь нужно пройти без бисера вот эти два ряда, предыдущий и последний. Иголка не всегда хорошо проходит, иногда бывает туго, но это все нужно сделать. И теперь внимание, последнюю бисеринку я не захватываю, то есть я выхожу из предпоследней бисеринки. Переворачиваю плетение, как обычно, и набираю на иголку вот эту угловую бисеринку, она у нас идет черная. Сейчас нужно мне сделать 2 черных, зеленая, 3 желтых. Видите, я вошла не в последнюю бисеринку, а в предпоследнюю бисеринку предыдущего ряда. Набираю следующую. Теперь набираю зеленую. Вот так, вхожу сюда, выхожу отсюда. Так же само проплетаю до конца ряда. И вот таким образом формируется треугольничек. В конце ряда я проплетаю не до конца, одну бисеринку я не доплетаю до конца. Вот, обратите внимание, в начале нет одной бисеринки и в конце нет одной бисеринки. В каждом ряду я буду уменьшать на одну бисеринку, чтобы получился уголочек. Теперь, как обычно, я прохожу через предыдущий ряд, просто без бисера, и через последний ряд. Для этого я вхожу не вот сюда, не в последнюю бисеринку, а в предпоследнюю бисеринку. Точно так же здесь я выхожу не из последней бисеринки, а из предпоследней. И снова здесь я выхожу не из последней бисеринки вот так, а из предпоследней. То есть последнюю бисеринку я не захватываю. Вот видите, нить вышла из предпоследней бисеринки. Дальше плетение я, как обычно, переворачиваю и продолжаю плести новый ряд. Так, сейчас у меня по схеме 2 черных. Я захожу во вторую бисеринку предыдущего ряда, не в первую, обратите внимание.
снова черная, зеленая. Точно так же плету по схеме до конца ряда. В конце ряда тоже одну бисеринку не доплетаю, чтобы в каждом ряду было на одну бисеринку меньше. Когда ряд окончен, снова прохожу ниткой через предыдущий и через последний ряд, заходя в предпоследнюю бисерину предыдущего ряда. Обратите внимание, я не захватила первую бисеринку предыдущего ряда и последнюю. Здесь тоже последнюю бисеринку я не захватываю. Переворачиваю плетение и плету следующий ряд. Итак, плетение почти окончено. Сейчас покажу, как делается конец. В предпоследнем ряду у меня 3 бисерины, 3 черных. Я их проплетаю. И сейчас буду делать последнюю черную бисерину в последнем ряду. Так, прохожу, не заходя в первую бисерину предыдущего ряда и не заходя в последнюю бисерину. И снова прохожу через нижний ряд, не заходя в последнюю бисерину. Переворачиваю плетение и набираю последнюю черную бисерину последнего ряда. Прохожу через предыдущий ряд еще один раз, для того, чтобы последняя бисерина не болталась, а плотно прилегала. Теперь обратите внимание, снова захожу в предыдущий ряд через 2 бисерины. Теперь захожу в предыдущий ряд, не захватывая первую бисерину, но проходя через последнюю бисерину. Теперь захожу еще выше, не заходя в первую бисерину, но заходя в последнюю. Все то же самое сверху. В первую не захожу, в последнюю захожу. Если не получается пройти иголкой сразу через весь ряд, то можно это делать в несколько этапов. Вывожу нитку в центр и обрезаю ножницами. Один уголок готов. Теперь по такому же принципу делаю окончание уголка здесь, с этой стороны. Для того, чтобы у нас получилось 2 одинаковых поясочка. Поясочки будут сверху, снизу на нитях к ним будет крепиться вот этот вот кулон. Когда верхние 2 пояска полностью окончены, мы к ним цепляем центральный кулон. Это будем делать с помощью вот таких бисерных нитей, низок. Я это сделала уже с правой стороны, и сейчас покажу, как это делать на примере левой стороны. Но для начала давайте разберем схему низок. Схема низок справа состоит из 10 бисерных нитей. 5 центральных бисерных нитей одинаковой длины, здесь по 23 бисеринки. Остальные боковые низки имеют разную длину. Первая справа низка имеет 50 бисерин, 2 желтых, 46 черных и снова 2 желтых. Вторая бисерная нить имеет 44 бисеринки, третья 37, четвертая 32 и последняя 5-я низка имеет 26 бисеринок. С левой стороны низки такие же, как справа, только расположены они в обратном порядке. Первая слева 50 бисерин, вторая 44, третья 37, четвертая 32, 5-я 26 и последние 5 низок имеют по 23 бисеринки каждая. Каждая низка крепится через один ряд, то есть в каждом втором ряду. Покажу, как это делается на примере левой стороны. Я продела в иголку нить длиной примерно 1,5 метра. Плести буду в 2 сложения. Теперь закрепляю конец нити между бисеринками большого кулона. Рабочую нитку нужно вывести с левой стороны первой от края бисеринки. Теперь я нанизываю на нить первый ряд из 50 бисеринок. Это 2 желтых бисеринки, 46 черных и снова 2 желтых. Теперь завожу иглу в первую от левого края бисеринку верхнего пояска. Заходить в бисеринку нужно с левой стороны. То есть в нижнем кулоне мы выходили слева из бисеринки, значит в верхнем кулоне мы заходим также слева в бисеринку.
И теперь необходимо пройти ниткой еще раз через всю бисерную низку. Это нужно делать в несколько этапов, так как за один раз пройти иглой сразу всю низку не получится. Нитка вышла с противоположной стороны низки, и теперь ее нужно стянуть. Теперь внимание, необходимо пройти ниткой еще раз через ту бисеринку, из которой выходит наша низка. Но сейчас нужно войти в нее с противоположной стороны. Бисерная нить у нас выходит из бисеринки справа, значит заходить иголкой нужно в левую сторону, то есть вот так. Низка в таком случае красиво выровняется и будет выглядеть не хуже, чем сплетенная на станке. Теперь нам нужно пройти ниткой через проплетенные ряды. Конец нити выводим из третьей от края бисеринки центрального кулона, то есть вторую бисеринку мы пропускаем. Покажу еще раз, как плетется низка на примере второй бисерной нити. Набираю по схеме второй ряд низок из 44 бисеринок. Завожу иглу в третью от края бисеринку верхнего пояска. Захожу в эту бисеринку, как всегда, слева. Прохожу через всю низку бисера еще раз иголкой. Поправляю низку и подтягиваю нить. Нитка вышла снизу. Теперь нужно повторно зайти в ту бисеринку, из которой выходит низка. То есть это третья бисеринка от края. Низка в данном случае выходит слева от бисеринки. Значит, иглой я буду заходить вправо, то есть в противоположную сторону. Для того, чтобы наша низка красиво выровнялась, закрепляю нитку между бисеринами центрального кулона. Вывожу конец нити к началу третьей низки. Нить должна выйти из пятой от края бисеринки центрального кулона. Четвертую и каждую четную бисеринку мы, как всегда, пропускаем. Дальше плетем по схеме аналогично, так же как с правой стороны. То есть с этой стороны кулона будет еще 3 низки разной длины. Затем мы сплетем 5 низок одинаковой длины с этой стороны кулона. Когда низки у нас готовы, приступаем к плетению верхней части гердана. Плетется она аналогичным образом, как и центральные кулоны, поэтому здесь я рассмотрю только, как соединять вот эти две части, и мы разберем схему. Сплести нужно будет 2 маленьких кулона и вот этот поясочек, который надевается на шею. Ширина маленького кулона такая же, как ширина вот этих 2 центральных поясков. Теперь давайте рассмотрим схему шнурка. На схеме я представила 2 варианта шнурка на 123 бисеринки и на 139 бисеринок. Я в своем гердане использовала более длинный вариант шнурка на 139 бисеринок. Вы самостоятельно выберете для себя подходящую схему этого шнурка в зависимости от вашего роста и желаемой длины гердана. А сейчас я соединю маленький кулон и конец поясочка таким образом, чтобы шва не было видно. Нитка сейчас выходит из верхней бисеринки маленького кулона. Нам нужно нитку эту перебросить, чтобы она нам не мешала. И сейчас проходим сквозь верхнюю бисеринку нашего поясочка, сверху вниз. Подтягиваем. Теперь снова заходим сквозь ту же самую бисеринку, из которой мы выходили, только снизу вверх. Подтягиваем. Обратите внимание, с правой стороны нам нужно заходить сверху вниз, с левой стороны снизу вверх. Итак, теперь заходим сквозь первые 2 бисеринки нашего поясочка, сверху вниз. Дальше проходим иглой сквозь вторую бисеринку нашего кулона, снизу вверх. Подтягиваем. Теперь прохожу сквозь вторую и третью бисеринку нашего пояска одновременно. Так, видимо, зайти одновременно в 2 бисеринки не получится, поэтому я буду делать по одной бисеринке. Итак, я зашла во вторую и теперь отдельно захожу в третью. Теперь я снова захожу, теперь уже в третью бисеринку нашего кулона, снизу вверх. И снова захожу сквозь третью и сквозь четвертую бисеринку одновременно, сверху вниз. Подтягиваю. Прохожу сквозь четвертую бисеринку кулона, снизу вверх. Теперь прохожу сквозь четвертую и пятую бисеринку нашего пояска. И последний раз прохожу через пятую бисеринку нашего кулона,
снизу вверх. Теперь прохожу только через пятую бисеринку пояска, сверху вниз. Шов окончен, и теперь для его укрепления я просто прохожу иглой сквозь ряды. Делаю это несколько раз и в разных направлениях. Кончик нити обрезаю, он уже нам не понадобится. И вот обратите внимание, место соединения нашего кулона и пояска совершенно незаметно. Прочность плетения между сшитыми рядами также ничем не хуже, чем в основной части плетения. А сейчас я соединю верхние маленькие кулоны с центральными поясками с помощью вот таких низок. Схема низок состоит из 10 бисерных нитей. Центральные две, самые короткие, по 8 бисеринок, 2 желтые, 4 черные и 2 желтые. Следующие 2 низки по 14 бисеринок. Дальше 2 по 20 бисерин, 2 по 27 и крайние 2 слева и справа по 34 бисеринки. Я беру нитку в 2 сложения, и теперь нужно провести ее между бисером таким образом, чтобы кончик нити вышел с крайней бисерины нашего маленького кулончика. Итак, нитка вышла из первой бисерины, и теперь я набираю на нее весь первый ряд низок. В первом ряду у нас 2 желтых, 30 черных и 2 желтых бисерины. После набора всегда желательно пересчитать количество бисера, чтобы наверняка не ошибиться. Теперь я прохожу иглой через первую боковую бисерину среднего пояска. И сейчас необходимо пройти полностью через весь ряд бисера. Это делаю в несколько этапов. И теперь нужно зайти снова в ту бисерину, из которой выходит низка. Она выходит у нас с правой стороны. Заходить я буду в противоположную сторону, то есть с левой. Вот таким образом. Теперь нужно провести нить таким образом, чтобы она вышла из противоположной бисерины, вот отсюда. Я захожу сначала в верхний ряд, провожу нить между бисером в несколько этапов. Теперь перехожу на нижний ряд. И также в несколько этапов прохожу между бисеринами, выходя в угловую бисерину. Снова набираю на иглу весь первый ряд низок. Он будет такой же, как и с правой стороны. 2 желтых, 30 черных и 2 желтых. Дальше повторяю все те же самые действия. Захожу в боковую бисерину иглой, подтягиваю бисерную нить и еще раз прохожу ниткой через весь бисерный ряд. Снова подтягиваю нить. И затем снова захожу иглой в ту бисерину, из которой выходит бисерная нить, для того, чтобы низко выровнялась. Теперь нужно провести нить между бисеринами таким образом, чтобы она вышла с третьей бисерины, вот отсюда. Для этого я снова захожу в предыдущий ряд и провожу в несколько этапов нитку между бисеринами, пока нитка не выйдет из третьей крайней бисерины. Теперь набираю на иглу второй ряд. Этот ряд состоит из 2 желтых, 23 черных и 2 желтых бисерин. Захожу иглой в третью бисерину от края. И снова прохожу иглой весь бисерный ряд. Для того, чтобы низко выровнялась, вхожу в ту бисерину, из которой выходит бисерная нить, только с противоположной стороны. Все так же само, как в предыдущих рядах. Теперь прохожу ниткой к противоположному краю. Нить должна выйти из третьей от края бисерины левой стороны. Для этого захожу в верхний ряд и в несколько этапов протягиваю нить между бисеринами. Вот, нитка сейчас вышла из третьей бисерины с левой стороны, и я буду сейчас делать здесь такую же низку, по такому же принципу, как и здесь. Дальше плетете самостоятельно, а я еще раз приведу схему низок. Когда основная часть гердана готова, нам осталось сделать только нижние низки. Для этого кончик нити закрепляем между бисеринами. Конец нити выводим ко второй от центра бисеринки нижнего кулона. Теперь набираем на иглу весь нижний ряд низок. 2 желтых, 26 черных, 2 желтых, 3 черных и 2 желтых.
Когда вся бисерная нить набрана, нужно пройти иголкой через весь бисерный ряд, не заходя в первую бисерину. Первую бисерину я пропускаю, прохожу через все остальные. Первая бисерина у нас закрепляющая, поэтому через нее проходить не нужно. Теперь нужно зайти иглой в ту же самую бисерину, из которой выходит бисерная нить, только с противоположной стороны. Нить у нас выходит справа, значит заходить нужно в левую сторону. Вот таким образом. Теперь смотрите, низко выровнялась и можно продолжать плетение. Я провела нитку между бисеринами таким образом, чтобы она вышла через один ряд. Теперь набираю следующую низкую бисера на нить. Схема плетения состоит из 10 бисерных нитей справа и из 10 слева. Все низки одинаковой длины и состоят из 2 желтых, 26 черных, 2 желтых, 3 черных и 2 желтых бисерин. Набираем вторую бисерную нить справа. Теперь, внимание, нужно пройти иглой через весь бисерный ряд, не заходя в первую бисерину. Первую мы пропускаем и проходим дальше. Делаю это в несколько этапов. И теперь, внимание, бисерная нить выходит с правой стороны от бисеринки, нужно зайти в левую сторону, для того, чтобы наша низочка у нас выровнялась. Все то же самое повторяю дальше. Сейчас нужно провести нитку между бисеринами, таким образом, чтобы она вышла из вот этой вот бисерины. То есть мы делаем низочки через ряд. Когда правые 10 низок готовы, точно так же мы делаем 10 низок с левой стороны. Наш гердан из бисера готов. Если вам оказалось полезным мое видео, поставьте лайк и напишите в комментариях, что больше всего вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!